operates internally, and not just the defense industry that makes products, but the part of the defense industry that actually makes the new products and does the research. When you come in and try to add something new to make it more effective, you really do need to first understand the culture to make sure that you are unnecessarily trying to change a culture on your way, because if you do, you never will get there. So I really don't have, I will have a better answer for you in 6 months to a year. Я бачу наступне запитання, секунду. Peter Simon with CI Ukraine Capital Intelligence Group. My question is for all three panelists. We're seeing some interest, but in just the beginning of U.S. direct investment into the Ukrainian defense industry. Will that happen with you, Mr. Romanov? And can they start with the civilian sector first and then maybe go to the military sector? This would tie in the U.S. and Ukrainian defense, maybe even put you into the NATO procurement area. And M&A is the fastest way to do things. And also, it helps on corruption because American companies have obligations in the FCPA, which is a criminal offense if you bribe public officials. So this gets two birds with one stone. Thank you. Относительно, если отвечать на вопрос, относительно гражданского сектора экономики, мы должны прекрасно понимать о том, что в результате тех событий, которые в нашей стране, UkroboronProm был вынужден изменить программу получения оборудования, материалов, комплектующих, которые раньше мы использовались и имели традиционных поставщиков. И эта программа импортозамещения, мы уже говорили о тех действиях, которые мы делаем, и о результатах, собственно, которые мы получили. Как я уже сегодня отметил, кроме 80-тысячного коллектива UkroboronProm, где-то порядка, по нашим подсчетам, 200 тысяч человек во всех регионах Украины производят материалы, комплектующие. Это большинство предприятий, которые не относятся к оборонной промышленности, это гражданские предприятия, которые производят металл, которые производят пластмассу, которые производят краску, которые производят стекло и так далее, и так далее, и так далее, производят комплектующие многих видов. И поэтому, собственно, вот та работа, которую вы сказали, будет ли это влиять или будет ли это распространяться на гражданский сектор экономики, это уже сегодня происходит. И я думаю, что вот наша совместная работа, а это будет вытекать и в новые рынки, благодаря производству действительно более совершенной продукции, более инновационной продукции. Это будет отражаться на всей экономике Украины. Относительно коррупционных явлений, у нас очень часто этот вопрос задается. Вы знаете, есть такое понятие, как информационная война, и никто ее не отменял. Я глубоко уверенный о том, что с нашей войной, кроме войны в зоне АТО, экономической войны, вы знаете, она есть, существует еще информационная война. И у нас часто наши политики, часто чиновники высокого ранга анонсируют, не доводят до конца. И поверьте, я лично подписал и подписываю каждый день большое количество обращений в правоохранительные органы всех уровней. И мое максимальное желание, то, что природно человек устроен, и он нацелен взять что-то не свое, чтобы, во всяком случае, в индустрии не существовало это явление. И я думаю, вот это вот слаженное мнение о том, что коррупция максимализирована на сегодняшний день, я думаю, об этом нужно говорить, когда есть действительно, когда дело хотя бы передано в суд, и когда его судья рассматривает, то есть об этом можно говорить. И в противном случае популяризация таких явлений ведет только к разобщенности нашего общества и, поверьте мне, четко для общественности не работает для нашей на пользу. Позиция UkroboronProm, руководство UkroboronProm категоричная в отношении коррупционных моментов. И мы первые в Украине в 2014 году, знаете, внедрили электронные площадки, когда
в 2015 году все заговорили о Прозоро, а 6 октября 2014 года мы в инициативном порядке на всех предприятиях UkroboronProm начали внедрять систему электронных закупок. Это один из элементов, который нивелирует коррупционные явления. На предприятиях UkroboronProm работает внедрена система KPI, то есть оценка деятельности руководящего состава, руководителей предприятий UkroboronProm. Мы не играем «верь, не верь». Мы работаем по принципам, которые работает весь цивилизованный мир. И, собственно говоря, вот нашу модель работы и еще многие-многие моменты, о которых мы говорили, в том числе и в этом зале, мы презентовали и господину Энтони, и презентовали господину Пастернаку, и, собственно говоря, я думаю, что это был один из факторов, который повлиял на то, что мы сегодня присутствуем в этом зале, и о том, что американская сторона увидела в нашей промышленности потенциал, и мы сегодня подписали этот договор. I've been asking why am I interested in doing this? And actually it comes down to a very simple fact, that if it wasn't for Ukraine, I would never have had the job at DARPA. Ukraine was part of the Soviet Union, as you all know, back in the 50s, and we're a prime mover in creating two things, a booster and a satellite called Sputnik. And the launch of that satellite called Sputnik was an enormous wake-up call to the United States. We were in the process of building a multi-billion-dollar air defense system, which suddenly was taken away by a little thing that went around the world and went beep, beep, beep. All really traced back to the people at Ukraine who were always the brightest star in the Soviet Union. President Eisenhower, when he tried to find out why that happened, all the services had a space program. The Army had one, the Air Force had one, the Navy had one, but in digging to it was very low priority. It was something new, it wasn't quite what they wanted to do, and anytime they needed money, they would take money out of the new thing. So he created an organization called ARPA to never let that happen again to the United States by having an organization similar to Roman organization to make sure that the United States would never be surprised again and was always on the top of developing technology that was also good for the national security and good for commercial. So in some sense, I'm here paying back my career to the people who really were very, very bright stars. Pains when we used to think of the things that they invented that caused us problems, but we were glad to see you get independence 25 years ago, and you really are following the parallelism of the United States and how we started. I know it didn't answer anywhere near your question, but I wanted to say that.